Ну что, бойцы, как вам пляж и пальмы? В обновлении 10.0 в игре появилась новая карта Лагуна. Она представляет собой тропическую местность, которая разделена на три части. Берег для СТ направления, центр для танков с хорошей башней и местность возле древнего храма, где всегда можно увидеть горячие бои от тяжелых танков. Эта карта неплохо сбалансирована, и с обоих респаунов имеются зеркальные позиции, поэтому в этом ролике не будет разделения на верхний и нижний респ, как обычно я это делаю. Обновление вышло совсем недавно, поэтому игроки еще до конца не определились с направлениями и пока ищут интересные позиции. Но могу вам сказать, что оба фланга очень интересны, играбельны и загадочны. Здесь две ключевые позиции. Ближе к красной линии к углу играть от башни или чуть выше играть от большого каменного блока. А сюда я крайне не советую ехать, потому что вы будете как на ладони и особо сейва у вас не будет. А танк, который будет находиться сверху, просто будет раздавать пробитие. Для начала, когда вы едете на ТТ направление, около этой зоны вам необходимо вспомнить, какие у вас УВН на танке. И если меньше 8 градусов, то стоит поджиматься сюда и контрить зеркальную позицию. Также сюда можно приехать на легком или среднем танке и выдать выстрел, а потом дальше заниматься своими СТшными делами. Если противников мало, то можете немного поджать зеркальную позицию. Но делайте это поосторожнее, потому что в очевидной позиции может стоять ПТ и раздать вам пробитие. Для ПТ здесь все понятно. Вы работаете от кустика по ключевым направлениям, а потом закатываетесь в сейф. С другого респа все одно и то же. Также имеется позиция для танков с УВНами, также имеется позиция как у каменного блока, ну и собственно ПТ позиция. На ТТ фланге все просто, кто занял позиции получше, тот и побеждает. Возле заезда на храм, где поют птички, есть куст. Там можно дать начальный засвет и посмотреть примерную раскатку противников. Примерное время, чтобы добраться без форсажа до этой позиции, составляет 15 секунд, а дальность зоны прокатки максимально 190 метров. А это значит, что на любом легком и среднем танке вы увидите прокатку. У танков, которые имеются скромные углы склонения, в этой позиции есть риск получить в ответ, поскольку, чтобы выдать шот, нужно немного выкатиться вперед, поэтому необходимо сразу же выдать шот и закатиться обратно. Для ПТ-САУ имеется интересный балкончик, который может полностью законтрить СТ направление. С этого кустика также есть прострелы по всем начальным перекаткам противников. С другого респа у нее немного лучший отъезд в сейф, так что юзайте, пробивайте и радуйтесь. Если на СТ фланг едет много союзников, то я настоятельно рекомендую занять заезд около храма. Этот храм подобен центральной горе на рудниках. Но если сравнить с рудниками, у этого заезда очень много различных заездов для ПВП, если вдруг кто-то из противников тоже решит туда поехать. И если вы заберете местность около храма, то вам немного легче будет победить на этом фланге. И тем самым занимаете верх и создаете перекрестный огонь. Также вы можете посматривать на ТТ направление и там можете найти сюрприз. К этому СТшному храму можно заехать через центр. Но это немного опаснее, и сейчас объясню почему. В центре есть интересные выступы, чтобы дать небольшой свет по миду и выдать пробитие именно по заезду СТ. После чего с этой позиции вы можете решать, кому поедете помогать. С этого центра можно быстро доехать и помочь союзникам на разных флангах. Поэтому лучше вам сначала получить максимум информации, а потом принимать решения. Но на этом еще не все. С нижнего респа, если вы будете играть во взводе, вас могут немного подтолкнуть и вы займете местность около храма. С другого респа заезд находится здесь. И возможно вы сможете туда затолкать тяжелый танк. И еще есть интересные позиции для ЛТ-водов. Посмотрев немного левее, вы обнаружите заезд. У вас будет возможность дать начальный засвет по ТТ-флангу и выдать несколько бесплатных пробитий. Но и также заезд ПТ с этой позиции тоже видно. Поэтому ПТшкам необходимо закрываться вот этим деревом.
И при заезде необходимо прижаться как можно правее, и тогда тот же 4005 не засветится от Шеридана. Также для легких танков и средних танков, если вы возьмете правее, то можете найти место, где вы сможете сделать отстрел по танку, который заезжает через СТ-фланг на позицию около храма. Да, эта карта невероятно интересна в позициях. Она имеет огромное количество стратегий для заезда. На карте очень много укрытий, разных путей для объезда противника, что позволит играть эффективно для вас и неожиданно для противника. Я считаю, что карту Лагуна можно назвать самой интересной и разнообразной в Блиц. И я уверен, что эта карта далеко является непростой, и из-за этого на ней будет интереснее играть. Почти все заезды и позиции с нижнего респауна зеркальны с верхним респауном, и я уверен, что вам не составит труда их найти. И я бы вам предложил зайти в тренировочную комнату и снова пересмотреть этот ролик, чтобы вы своими руками, если можно так сказать, пощупали эту карту. И я уверен, что летом в профессиональных турнирах мы увидим ее. А если ты хочешь увидеть разбор карты Эллада, Промзона и Химмельсдорф, то обязательно посмотри вот эти ролики.